Ты слушаешь Радио Мария. «26 февраля в прямом эфире на Радио Мария главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Главные новости Израиля. Слушай на Радио Мария. Вчера, 25 февраля, группировка Хезболла в Ливане выпустила по территории Израиля серию залпов. Сирена Цевадом по меньшей мере 3 раза звучала в эвакуированных северных приграничных городах, включая Кирьят-Шмона. Снаряды упали недалеко от Маргалиота. Сообщений о пострадавших или разрушениях не было. Хезболла берет на себя ответственность за нападение, заявляя, что оно было нацелено на военную базу в этом районе. Также сирены вновь прозвучали после того, как представители ЦАЛЯ заявили, что утром 25 февраля 4 ракеты, выпущенные из Ливана по Галилее, упали на открытой местности. Позже пришло сообщение о нескольких перехватах в районе города Акко. Был перехват и в районе города Нария. В этом случае сирена Цевадом не срабатывала, поскольку опасности для населенных пунктов не было. В это же время террористическая группировка Хезболла объявила о гибели 2 ее членов, цитирую, «Они пали по дороге в Иерусалим», конец цитаты. Именно так Хезболла обозначает своих боевиков, которые погибли от израильского огня. Напомню, что на прошлой неделе армия обороны Израиля на территории Ливана ликвидировала также 2 боевиков Хезболлы. С момента нападения Хамас на Израиль 7 октября на юге страны, по северу Израиля с территории Ливана Хезболла каждый день выпускает десятки ракет. Группировка заявляет, что делает это в знак поддержки сектора Газа. Как вести себя, когда срабатывает сирена Цевадом, давайте посмотрим. При сигнале тревоги вы должны добраться до максимально защищенного помещения в рамках времени, имеющегося в вашем распоряжении. Если вы находитесь в здании, зайдите в безопасную комнату Мамат, безопасное помещение этажа Мамак, бомбоубежище или защищенную внутреннюю комнату и закройте двери и окна. Если при сигнале тревоги вы находитесь вне здания, вам следует добраться до здания за время, имеющееся в вашем распоряжении. Если поблизости нет здания или вы находитесь на открытой местности, следует лечь на землю и защитить голову руками. Если вы находитесь в автомобиле, осторожно остановитесь на обочине, выйдите из машины и зайдите в ближайшее здание или укрытие. Если за время, имеющееся в вашем распоряжении, вы не можете добраться до здания или убежища, следует выйти из машины, отойти от нее подальше, лечь на землю и защитить голову руками. Если вы не можете выйти из машины, остановитесь на обочине, пригнитесь так, чтобы находиться ниже уровня окон, и защитите голову руками. При поездке в междугороднем автобусе водитель обязан остановить автобус и открыть двери. Пассажиры должны пригнуться ниже уровня окон и защитить голову руками. При поездке на автобусе в черте города выйдите из автобуса и зайдите в ближайшее здание или укрытие. Убежище можно покинуть только через 10 минут после сигнала тревоги, если не были предоставлены другие указания. Главные новости Израиля. В то же время министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что Израиль увеличит свои удары по Хезболле в ответ на ежедневные нападения на север страны, в том числе на фоне потенциального временного прекращения огня в секторе Газа. Цитирую: «Мы планируем увеличить огневую мощь против Хезболлы, которая не может найти замену ликвидированным командирам», говорит Галлант во время посещения северного командования ЦАЛЯ в Цфате. В случае временного перемирия в секторе Газа мы усилим огонь на севере и будем продолжать до полного вывода Хезболлы от границы и возвращения наших жителей в свои дома, добавил министр обороны Израиля Йоав Галлант. В Израиле требуют от Хамас получить список имен живых заложников в качестве условия продолжения переговоров. Параллельно этому заявлению высокопоставленный представитель Хамаса сказал: «Нашим приоритетом сейчас является прекращение агрессии и оказание помощи нашим гражданам, особенно на севере сектора Газа. Борьба, которую мы ведем на переговорах, не менее упорна, чем битва, которую мы ведем на земле». Конец цитаты. Напомню, что ранее в ЦАЛе заявляли, что половины из 136 заложников, возможно, уже нет.
Тем временем переговоры по заключению сделки по освобождению заложников и приостановке боевых действий в секторе Газа возобновились в Дохе между экспертами из Египта, Катара, США и Израиля, а также представителями Хамас. Напомню, что ранее израильская делегация находилась в Париже, обсуждая возможности соглашения, обеспечивающее временное прекращение огня и освобождение заложников, удерживаемых Хамасом в секторе Газа. Сообщается, что на переговорах в Париже была разработана и согласована схема сделки, которую и должен обсудить Хамас в Дохе. Глава агентства ООН по делам палестинских беженцев Филипп Лазарини в социальной сети X написал о тяжелых гуманитарных условиях в секторе Газа, добавив, что это можно предотвратить, если на палестинскую территорию будет допущена жизненно важная помощь. Напомню, что агентство ООН по делам палестинцев лишилось почти всего финансирования после того, как стало известно, что 12 сотрудников агентства работали на Хамас и непосредственно принимали участие в нападении на Израиль 7 октября. Также под штаб-квартирой агентства ООН в секторе Газа было обнаружено помещение террористов Хамас, которые пользовались инфраструктурой агентства. Теперь же Филипп Лазарини пытается вернуть финансовые потоки в агентство ООН, заявляя, что он не знал о причастности своих сотрудников Хамас и не имел представления, что под их офисом в секторе Газа разместились террористы группировки. Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич, выступая во время конференции в Иерусалиме, заявил, что он один из немногих, у кого хватило смелости сказать то, что думает большинство общественности. Цитирую: «Все эти нападки, которые были направлены на меня, это нападки против всего общества, которое я представляю». Напомню, что ранее Смотрич заявил, что освобождение заложника важно, но не так важно, как уничтожение Хамас. «Я сказал, что вопрос заложника важен, но это не самое главное. Посмотрите, сколько критики я получил на прошлой неделе только потому, что сказал самую логичную и правильную вещь». Конец цитаты. Добавлю, что опросы общественного мнения показали, что нет четкого консенсуса, когда речь идет о приоритете заложников над уничтожением Хамаса. Главные новости Израиля. Продолжаем главные новости Израиля в прямом эфире на радио Нария. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньягу утверждает, что как только Израиль начнет военную операцию в Рафехе, Израилю останется несколько недель до полной победы. В интервью CBS News Нетаньягу сообщил, что он встретится со штабом, чтобы рассмотреть двойной военный план, который включает в себя эвакуацию палестинского гражданского населения из сектора Газа и операцию по уничтожению оставшихся батальонов Хамас. Цитирую: «Как только мы начнем операцию в Рафехе, до завершения напряженной фазы боевых действий останется несколько недель, не месяцев. Хамас на другой планете, но если они дойдут до разумной ситуации, тогда мы заключим сделку по заложникам. Я надеюсь на это. Сделка по освобождению заложников не помешает планам Цааля действовать в Рафехе», продолжает премьер. «Мы все над этим работаем. Мы этого хотим. Я хочу этого. Потому что мы хотим освободить оставшихся заложников», сказал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньягу. Также поздно вечером 25 февраля стало известно, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньягу требует, чтобы все палестинские заключенные, которые содержатся в израильских тюрьмах и которых Хамас хочет по условиям сделки освободить, должны быть депортированы в Катар в качестве условия их освобождения. Напомню, что Хамас требует освободить почти 3000 заключенных, многие из которых сидят в израильских тюрьмах с пожизненным сроком. Жительница Бат-Яма, которой 72 года, была лишена жизни в своей квартире. Прибывшие на место медики Маген-Давид-Адом пытались спасти пострадавшую, но, к сожалению, она скончалась. Далее цитирую медика Маген-Давид-Адом. «Пострадавшая лежала без сознания, у нее не было пульса и дыхания. Мы немедленно начали проводить реанимационные мероприятия, но спасти ее не удалось». Конец цитаты. Полиция Израиля прокомментировала, что арестовала подозреваемого. Это муж женщины, ему 83 года.
Следствие продолжается. Главные новости Израиля. Продолжаются главные новости Израиля на радио Нария. Нам нужна ваша поддержка. Чтобы поддержать радио Нария, подпишитесь на наш YouTube-канал. Поставьте лайк этому видео, а также напишите свой комментарий. Не забывайте под видео нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить следующий прямой эфир. Ваши лайки, комментарии и подписки помогают продвижению и развитию нашей радиостанции. Также напомню, что на наш канал осуществляют атаки недоброжелатели. Чтобы не потерять связь с нами, мы создали резервный YouTube-канал. Ссылка на него будет в первом закрепленном комментарии под этим видео. Если мы не сможем выйти в эфир на основном канале, на котором вы сейчас смотрите эти новости, эфиры начнут выходить на резервном YouTube-канале. Подпишитесь на него прямо сейчас. Вам спасибо. А мы продолжаем. Президент Израиля Ицхак Герцог пытается помочь разрешить разногласия между общественной телерадиокомпанией Израиля Кан и организаторами Евровидения по поводу характера песни, которую Иерусалим планирует представить на конкурсе в этом году. Цитирую: «Я думаю, что для Израиля важно появиться на Евровидении. Это также заявление, потому что есть ненавистники, которые пытаются прогнать нас с каждой сцены», сказал президент Израиля. Напомню, что организаторы конкурса выступают против выбранной Израилем песни «Октябрьский дождь» Эден Голан, считая ее слишком политической на фоне продолжающейся войны между Израилем и Хамасом. При этом добавлю, что украинская певица Джамала в 2016 году представляла Украину на Евровидении с песней «1944». Главным посылом песни является память о страшных трагедиях прошлого, чтобы избежать их в будущем. Тогда вопросов к песне Джамалы у организаторов не было. Разрешено к публикации. Цаль сообщает, что сержант Оз Даниэль, которому 19 лет, был лишен жизни еще 7 октября на территории Израиля во время нападения Хамаса. Его тело Хамас похитили в сектор Газа. Даниэль служил в 77-м батальоне 7-й бронетанковой бригады. Напомню, что только сейчас эту информацию было разрешено сообщить в СМИ. Также армия обороны Израиля сообщила, что в бою на юге сектора Газа пал старший сержант Идоли Зрихан, 20 лет, из Иерусалима. В бою на юге сектора Газа пал и старший сержант Нерия Белете, ему 21 год. Он был бойцом спецназа бригады Гевати. Светлая память. Это были главные новости Израиля. Спасибо, что слушали и смотрели нас. Уже завтра в 6 часов утра по Иерусалиму мы снова с вами в прямом эфире. До встречи.